Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран совершает набег на ферму Шейханлы, и появляется Кадир Шейханлы и мешает ему. Баран говорит, что даже если это место будет разрушено, я не уйду, не забрав Джавахира. Когда Джавахир слышит крики барана, он из страха ищет место, где можно спрятаться. Когда Кадир Шейханлы видит, что баран полон решимости, он приказывает своим людям вывести Джавахира изнутри. Когда малыш Миран становится очень беспокойным и все время плачет, Дилан говорит: «Не бойся, сынок, твой отец придет, обнимет и поцелует тебя с Божьего позволения». Когда мужчина заходит внутрь, чтобы забрать Джавахира, они не могут его найти и говорят, что он пришел, взял деньги и ушел. Когда баран спрашивает Кадира Шейханлы: «Ты играешь со мной в игры?», он отвечает: «Я не играю в игры». Однако Баран отправляет своих людей внутрь на поиски. В этот момент приходит комиссар Акиф и узнает, что Джавахир сбежал, и приказывает ему закрыть все дороги и не дать ему сбежать. Господин Кадир говорит, что этот вопрос не является проблемой между Шейханлисом и Карабеем, это вопрос между Джавахиром и бараном, не путайте нас, он попросил у меня денег, чтобы сбежать за границу, я вам это дам. Баран и Ферат говорят, что верят, что Джавахир точно не остановится. Ясмин сожалеет, что выбросила кольцо, и когда она идет за ним, приходит Харун и не может его забрать. Харун благодарит вас, спасибо, без вас заказы бы не были доставлены, и идет к раковине. Когда Ясмин идет к мусору, она видит, что мусор выброшен. Когда Харун говорит, что он выбросил заказ, вынимая его, Ясмин думает: а нет, его уже нет, но она не может ничего сказать. Когда Джавахир звонит Хасану и спрашивает: «Почему вы не сообщили мне о рейде?», Хасан отвечает: «Я не знал, никто мне ничего не говорил». Некомпетентный парень вешает трубку, гадая, какая от этого польза. Быть. Хасан говорит, что я больше не смог избавиться от этого парня. Джавахир думает, что ему нужен кто-то еще. Гуль была очень впечатлена произошедшим и поделилась этим с Дилан, сказав, что она даже начала сомневаться в моем решении завести ребенка. Дилан поддерживает Гуль, говоря ей, что мы должны держаться вместе и верить друг в друга. В этот момент входят Баран и Ферат, и они оба идут и обнимают своих жен. По выражению лица Барана Дилан понимает, что Джавахир снова сбежал. Никто не отвечает. Баран берет Дилана за руку и идет в их комнату, чтобы мы могли позаботиться о Миране. Ясмин думает, что ей нужно как можно скорее проверить мусорное ведро, и ждет, пока Харун выйдет из магазина. Затем, когда он, похоже, не уходит, он смотрит на Цеврии и просит разрешения вернуться, а затем уходит из магазина. Когда он идет к мусору и видит, что его тоже вылили, он злится на себя. Дилан говорит: «Да, я сообщил Акифу, слава Богу, ты со мной в целости и сохранности, как бы ты ни злился», но он немного притих, потому что Мирану было трудно спать. Когда Баран отводит руку в сторону и спрашивает: «Когда ты перестанешь заниматься бизнесом без моего ведома?», Дилан объясняет: «Я никогда ничего не делаю за твоей спиной, я хотел защитить отца моего сына». Когда Баран говорит, что «прими это, ты поступил неправильно», Дилан говорит: «По моему мнению, ты прав, ты самое главное в моей жизни, я сделаю все, что должен». Тем временем Миран просыпается и начинает плакать. Дилан говорит, что в последнее время он очень быстро просыпается и много плачет. Когда госпожа Азади слышит его голос, приходит и спрашивает, что случилось с моим сыном, она говорит, что Баран болен. Дилан говорит: «Не говори так, в этом нет ничего плохого, если Бог даст». Когда Гуль говорит: «Я так устал жить с постоянными запахами», Ферат говорит: «Ты прав, но я также прав», ожидая понимания. Хочу ли я, чтобы это произошло вот так, но у меня есть ради безопасности нашей семьи и наших будущих детей. Я хочу еще раз поговорить о проблеме детей Гуля, я не хочу думать об этом в этой военной обстановке, когда я говорю, что сдаюсь сейчас, Ферат говорит, что это не то решение, которое вы можете принять в одиночку, мы должны решить вместе.
Однако, когда Гуль очень решительно говорит, что я подумал об этом и не стал откладывать вопросы о ребенке, Ферат встает и в гневе уходит. Джавахир ловит Гизем, сотрудницу дома, когда она возвращается из магазина и угрожает убить ее мать. Когда он говорит: «Если ты не расскажешь мне все, что произошло в особняке, я убью твою мать», Гизем съеживается от страха и просто плачет. Они понимают, что причина, по которой Миран плачет, заключается в том, что у него недостаточно молока и что ему нужно регулярно есть и заботиться о себе, чтобы у него было больше молока. Госпожа Азади заваривает Дилану травяной чай и приносит его Барану. Она говорит Барану: «Сын мой, дело не только в питании, отныне Дилан не должен делать того, что расстраивает мою дочь». Баран говорит: «Ты права, бабушка». Потом они обнимают друг друга и говорят, что мы знаем, что преодолеем все. Харун с цветком в руке с нетерпением ждет возвращения Ясмин в магазин. Когда Баран объясняет происходящее, Дилан говорит, что это очень хорошо, тогда побег Джавахира за границу был лучшим решением, которое он когда-либо принимал. Конечно, он понимал, что не сможет иметь с вами дело. Баран говорит: «Хорошо, больше не думай о Джавахире, просто сосредоточься на себе и своем питании». Пока Гизем думает о том, что Джавахир сказал Барану Карабею: «Ты не скажешь ей ни слова, иначе я убью и тебя, и твою мать», и задается вопросом, что делать, приходит Баран. Когда Берон просит ее приготовить тарелку для Дилана, Гизем собирается это сказать. Когда Баран спрашивает, что случилось, она меняет разговор и спрашивает, следует ли ей приготовить тарелку и для вас. Когда Баран говорит «да» и уходит, его телефон звонит, и это Джавахир. Когда Ферат замечает, что он стоит в саду в очень грустном состоянии, Баран подходит к нему и спрашивает: «Почему ты обеспокоен?» Ферат Гуль объясняет, что он так боится, что мы решили быть полной семьей и сдались. Баран говорит, что вы должны немного понимать, то, через что мы проходим, непросто, мы будем испытывать такие вещи, пока не избавимся от Джавахира, поэтому нам придется решить этот вопрос. Ферат говорит, что вы правы и Гуль прав, нам не будет мира, пока мы не решим этот вопрос. Дилан приходит к Гулю, как только Миран засыпает. Когда Гуль спрашивает ее, как ты можешь все это выносить, Дилан отвечает: «Сначала я получала силу от любви к Барану, а теперь от моего сына. Гуль, ты очень храбрая, я не могу этого сделать, не знаю». «Я больше не хочу детей», — говорит Джавахир, «это закончится, произойдет что-то еще». Дилан говорит о том, чтобы отказаться от жизни со страхом перед тем, что завтра все пройдет, материнство, такое прекрасное чувство, почему мы должны быть лишены этого чувства? Пока Гизем приходит к Мирану и целует его, приходит Дилан и спрашивает дантиста: «Что вы делаете?» Гизем объясняет, что я принес тарелку с фруктами, которую хотел мистер Баран, и когда увидел, что комната пуста, я захотел накрыть Мирана. Когда она смотрит на Дилана, как будто собирается что-то сказать, Дилан спрашивает, что случилось, но Гизем все еще не может ничего сказать. Приходит Берон, и Дилан выглядит так, будто у него проблемы. Берон говорит: «Да, но теперь пора варить молоко, давай», они садятся вместе есть фрукты. Берон поет Миран колыбельную на руках, чтобы усыпить ее. Дилану очень приятно, когда он видит их такими. Потом они вместе уложили Мирана спать. Когда Ясмин все еще не вернулась в ресторан, Харун волнуется и собирается позвонить, когда входит Ясмин, вся в грязи. Когда Харун спрашивает, что случилось, ты упал в мусор, Ясмин не может сказать, что искала мусор, и говорит, что упала, пытаясь спасти кота. Харун дарит купленные цветы и извиняется перед Ясмин. Ясмин извиняется перед ним и говорит, что я тоже была не права. В то время как госпожа Азади советует Хасану, что то, что он делает, правильно и продолжать в том же духе, господин Кудрет говорит: «Вы должны дважды подумать, когда Хасан говорит это, он не будет ничего делать, если это не в его главных интересах». Хасан сказал: «Что еще я могу сделать? Я оставил врага у твоих ног». Когда господин Кудрет покидает их, он говорит: «Мать, ты видишь, что ты отчуждена от своей семьи из-за такого исключения.
Госпожа Азади говорит, что если вы искренне в своих намерениях, вы будете терпеливо ждать, пока они вас простят и примут, а я до сих пор вас не простила. Когда Дилан встает и идет за водой, Баран хватает меня и обнимает за талию. Когда они подходят очень близко, у Барана звонит телефон. Звонит Акиф, комиссар, и он говорит, что пришел в особняк поговорить и зовет Барана вниз. Это правда, что Акиф Джавахир хочет сбежать за границу, но он говорит Барану, что не уйдет, не получив желаемого. После того, как Баран говорит, что этот человек всегда на шаг впереди нас, Акиф идет к комиссару. Тем временем Гизем их слушает. Ясмин очень сожалеет о том, что выбросила кольцо, подаренное ей Харуном, и когда к ней приходит Цеврии, она, плача, рассказывает ей об этом. Когда Цеврии советует нам подумать спокойнее и решить, когда нам впредь злиться, Ясмин говорит: «Не делай этого, сестра, я уже сожгла все корабли». Когда Берон приходит в комнату, Дилан приносит тарелку с фруктами, приготовленную Гэжу и Азади, вместе с водой, которую он просил. Когда Дилан спрашивает, скучно ли тебе что-нибудь, Берон говорит, что сейчас меня ничто не беспокоит, сядь и съешь это. Дилан говорит: «Я думаю, нам это удалось, Миран сыт, мне очень повезло, госпожа Азади очень хорошо обо мне заботилась». Потом случаются близкие встречи, а когда они просыпаются утром, это еще моменты, полные любви. Когда Баран ловит Гизем в комнате Мирана, он спрашивает ее, по какой причине она вчера подслушивала мой разговор с Акифом. Гизем очень напуган, но говорит, что угрожал мне. Когда Баран спрашивает, кто ему угрожал, никто не может причинить вам вреда, он отвечает, что это Гизем Джавахир. Затем он говорит Гизему, что с этого момента ты будешь делать то, что я говорю. Пока Дилан разговаривает и заботится о Миране, в комнату входит Берон в плохом настроении. Даже если Дилан спросит, он отвергнет это как пустяк. «Дилан, сын мой, ты знаешь, что твой отец снова что-то скрывает от меня, но он не знает, что я могу понять все по его глазам, а когда ты вырастешь, я пойму все по твоим глазам». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.